Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Игорь Мосейчук на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр. Приветствую наших уважаемых зрителей. Всем большое спасибо вам за то, что присоединяетесь, ставите лайк, пишите, как видно, как слышно, все ли в порядке. Это очень важно. В прямой эфир, знаете, глушат немножко. И вещи понятные происходят. Кажется, вот все говорили катарсис, и вот он наступил. Тяжелейшие удары по Киеву, Днепру, Харькову. Там на Западную Украину тоже, Хмельницкий тоже пострадал. Отовсюду вот только эти сводки, как разгребают завалы, находят новые и новые тела. Растет количество жертв по городам, мэры отчитываются. Но вот прямо сейчас даже мы вот в прямом эфире летит ракета на Полтаву, Полтавскую область. Поэтому, собственно, как бы очень и очень напряженные дни и большущая опасность, конечно, для всех украинцев, поэтому вот такое лето, знойное, как и предрекалось, очень горячее и тяжелое, военное лето. Вопросы можете оставить, как всегда, в сообществе YouTube, абсолютно открыто, закрыто в клубе зрителей Шелест, также оставляйте свои вопросы. И, конечно, присоединяйтесь, да, к нашему эфиру онлайн, вживую, ответим в чате трансляции. Если какие-то вопросы не успеем, Игорь Мосейчук у себя на канале проводит подобные тоже сессии ответов на вопросы и любезно берет вот эти вопросы, которые мы не прошли в режиме этого живого эфира. Поэтому милости прошу, давайте вместе обсуждать этот тяжелый период для Украины. Ну и, конечно, начнем с опроса нашего сегодняшнего эфира. Он звучит следующим образом. Из-за кого война продолжается в большей мере? Ну вот из-за кого вот эта вся история? Варианты ответов: Зеленский, Трамп, Путин, король Карл и еврочиновники. Ну, коллективный, ну, короля выбираем, как вот Британия и Европа, вот так вот, да, ну, что персонализировать, то вот берем Карл Урсула, например, да, ну, там, Стармер, он такой, конечно, не жилец, не принимает такие стратегические решения. Короче, как бы вы ответили на этот вопрос? Давайте с этого начнем, потому что одище неимоверное. Ну, действительно, Александр, дичи неимоверно. У меня в родной город, в Улыбных, как раз на Полтавщине, ночью был тоже прилет, уничтожено предприятие, которое производило станки. Токарные, шлифовальные, фрезеровальные. Называлось коммунаром при советской власти, потом его Моторсич выкупила, потом Моторсич национализовали, потом, ну, ракеты прилетели. Значит, я отвечу так. Зеленский. Я отвечу Зеленский. Можно сколько угодно обвинить Карла, евроглобалистов. Путин, конечно, виноват. Безусловно, потому что он начал агрессию и войну. Но война продолжается сейчас благодаря Зеленскому. И продолжается она с момента сначала казни Дениса Киреева, переговорщика в Киеве, для того, чтобы сорвать переговорный процесс, которое было осуществлено Службой безопасности Украины. Потом срыва переговоров в Стамбуле, где все было достигнуто, где были, ну, по сравнению с условиями, которые на вот крайних переговорах выдвигала Россия, те условия, о которых договорились, были в тысячи, в десятки тысяч разов лучше. Говорят, приехал Джонсон. Да хоть Баба Ёшка прилетела. Ответственно же на лидере страны. Это же не Британия воюет, а Ну, Украина. пока что у нас борются именно два этих варианта. Британия — еврочиновники, король Карл — еврочиновники, и Зеленский. В общем, в конце Но я увидим. убежден, что если бы в нашей стране был адекватный лидер, то никакой Карл, никакие еврочиновники, никакой Джонсон на метле или без метлы не сорвал бы мирный договор в Стамбуле. После Стамбула по сегодняшний день мы имеем более миллиона потерь. Это кровь на руках династии. Династии зеленых гнид,
которую возглавляет Вова Кладбищенский, некий Вова. Нам не рассказывают, какой Вова, поэтому я считаю, что он кладбищенский, бо песочек с кладбища возили на строительство домика. У нас разбито в хлам экономика, промышленность, инфраструктура. У нас коллег не меньше, чем погибших по улицам. И в этом вина непосредственно Зеленского, потому что он позволил там, в каких-то своих интересах. Я помню, как тогда прилетал Джонсон. И вы помните, наверное. И эти кадры можно найти в Ютубе. Да, как он... там подставного актера рекламы показали, и он там ему так дякував, спасибо тебе, а потом погиб. Но я прошу обратить внимание даже не на это. На красную папочку, с которой метался Джонсон и никому в руки не давал. Что-то мне подсказывает, что в этой красной папочке как раз смерть Вовы Кладбищенского, как минимум политическая. И благодаря этому на кладбище отправили украинцев и продолжили войну. Бессмысленную, беспощадную. И останавливать сейчас не хотят. Врут, что хотят, а на самом деле нет. Значит, Игорь Владимирович, Днепр, 15 человек уже. Это вот по состоянию на сейчас идут разборы завалов. Также увеличивается количество погибших в Киеве. Харьков также атакованы, железнодорожные узлы, объекты нефтегаза. Включились перебои с электричеством после этих атак. Что показала эта атака? Давайте вот это обсудим, потому что это принципиально важно. Значит, я вижу... Ну, по крайней мере, да, по сообщениям, безусловно, трагедия, безусловно, соболезнования всем погибшим по всей стране. Это, конечно, действительно серьезный шок, но стране гораздо сложнее переносить эти атаки. Значит, во-первых, в метро ругаются, понимаете? Что кто-то заранее пришел, палатку поставил. И тут можно сказать, вот что там, вот это вот шелест, обсуждайте, сидите с Мосейчуком, мол, приедьте в Украину, тоже будете ругаться. Конечно, все на нерве, все на... Нет, давайте не так. Давайте посмотрим на эту проблему системно. В метро спускаются, ругаются за то, что места не хватает, потому что кто-то палатку ставил, потому что нет укрытий. Потому что никто ни черта не делает. Все только целую неделю говорили о том, что вот со дня на день будет обстрел. Все говорили о том, что вот смотрите, вот этой ночью, нет этой ночью, нет этой ночью. Потом на выходных запустили вот эту тему, что Путин объявил однодневное перемирие, ну непонятно кому, Виткофу что ли. Короче, никто об этом не знал. Ну типа Троица, поэтому не стреляли. А там День защиты детей, не стреляли. Вот День защиты детей закончился, и ночью после 0 часов как полетела, как понеслась. Но никто ничего не делает. Выходит Зеленский, и сегодня он озвучивает о том, что после обстрела, тяжелейшего обстрела, где нужно приносить соболезнования, где нужно помогать, включаться, что, в принципе, он и делал на фоне других обстрелов. Но сегодня он говорит, что нацелена Россия на какие-то производства ракет, тем самым подтверждая, что, безусловно, тяжелейший ущерб этих обстрелов, он сопутствующий. И даже там Вахметовский вот этот вот комплекс, Юни, да, там, вот этот Хоум, где погибли люди, где не успела там женщина с детьми убежать, в общем, убила женщину, забрали детей, парковка, этот паркинг, ничего не спасло, то есть там еще вторая женщина, мужчина погиб. Они расписываются в том, что бьют куда надо, и в том, что никто ничего не может сделать. Выползает Татьяна Городенская. Думаете, кто это? Эту фамилию, имя никто не запомнит, лицо тем более. Она представитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека. И говорит, что 97% она сделала проверку, 1000 проверяли укрытий, не соответствуют нормам. А это не повод завершать войну. А почему? Давайте по порядку. Повод завершать войну есть
один – остановить смерти и уничтожение, сожжение страны и потерю еще больших территорий. Сегодняшнее заявление Пескова прямой намек, что в следующем раунде переговоров, о котором блеет Вова Кладбищенский, что осенью, ну типа будет окно возможностей, что будут требования уйти со всех регионов, которые считает Россия своими. То есть, если шла речь о Донбассе, то теперь сейчас будут говорить еще о Херсоне с Запорожьем. А там, смотри, в Конституцию еще что-то себе намалюют. Поэтому надо оканчивать войну. Теперь по обстрелу. Что показал обстрел? Ну, чиновники города, чиновники государства, те, кто отвечают за это все, они должны сидеть. Ну, 97% это приговор. Деньги выделялись, мы видели эти цифры. Идет представитель УБНСА, ну, уполномоченного по правам человека, который, ну, он как бы лоялен, да, власть, но говорит 97%. А где уголовные дела? А где много вопросов? Еще очень важный момент по обстрелам. Да, сейчас скажете, я просто хочу сказать, мы эту тему обязательно обсудим. Понимаете, Лубенец, ну как бы, не показывает бубенцы. Бубенцы Лубенца не видны, они только звенят периодически, что в теме мобилизации, что в теме вот этих... То как бы слышал звон, а не знаю, где он, понимаете? Поэтому как бы отправили какую-то, при всем уважении к профессии, к женщине, ну отправили кого-то третьеразрядного представителя, уполномоченного, там вот это все, чтобы она там чего-то сказала, что она же проверяла, то есть она же работу работала, а толку ноль. Продолжайте, пожалуйста. Ну, смотрите, я скажу так, Александр. К сожалению, институт уполномоченного по правам человека у нас в Украине построен так, что он не решает ни хиба. Вот просто ни хиба. И да, были уполномоченные, которые хотя бы пытались, ну, что-то там сказать, ну, или... Но инструментария нету. То есть институт есть, аппарат есть, на проверку сходить могут, но больше, чем выступить с таким заявлением, не могут. Я считаю, что после такого заявления аппарата уполномоченного, ну, по правам человека должна реагировать Генеральная прокуратура. Ну как это? Где деньги? Где бездеятельность? Ну и так далее. Но еще хочу на двух важных моментах остановиться, связанных с обстрелом. ППО не справляется. И тут все, Зеленский сваливает на Трампа. Я письмо писал, ракеты не дают, партнеры открыли окно возможностей нас обстреливать. Так и до этого не сильно сбивали. Более того, я обращаюсь к киевлянам, и сегодняшний день это показал, и 24 числа паркинг не является безопасным местом для укрытия. Плюс россияне интенсивно используют ракеты «Циркон», которые, ну, говорят, якобы Патриот, которому нет заряда, может сбивать. Все остальное вообще не может сбивать. Ну и последнее, Александр, по обстрелам. Если вы заметили, много ударов по СТО, по рембазам и по гаражам. У меня вопрос. А в стране есть контрразведка или она занимается исключительно вылавливанием инакомыслящих, священников, ну и... Так это там перспективное ракетное предприятие. Там дроны собирают, понимаете? И кто-то их наводит.
Ну, на те места, где... А контрразведка нам рассказывает, мы поймали там митрополита, или мы там поймали, кто-то что-то заявил. Ну, ребята, вы для других целей созданы. И не работает никто, ничего. Зеленский, такое впечатление, он прекрасно понимает, что удары будут продолжаться, люди будут гибнуть, инфраструктура будет это самое, ну, пройдет. Мы в бункере, все пройдет. Ну, так где-то. По поводу цирконов вышел эксперт, Валерий Романенко, есть такой авиационный эксперт. Он говорит, что если Искандеров треть сбили, то из 8 запущенных цирконов ни один. Вообще за статистикой, ну, в общем, это он говорит, что это будет оружие, вот этот вот как бы ответ Чемберлена. Новый этап. И, в общем-то, сейчас накопили более 200 цирконов, говорят, в ГУРе. Но, опять-таки, какая-то странная статистика, потому что сразу после обстрела там западные паблики, западные аналитики говорили о том, что ракет было 100, не 40, а 100 именно ракет. Ну, понятное дело, мы доверяем официальной украинской информации, но видим, что она абсолютно не бьется. Игнат заявляет о том, что всегда был дефицит ПВО, и сейчас дефицит ПВО, и будет дефицит ПВО, и, мол, как бы не открывайте рты, потому что это в мире сейчас, в мире такая ситуация. Ну, Поэтому, вас убивают, а вы сидите. ну, А то мы есть, да. А в метро уже там сколько там? 41 тысяча человек в Киеве пряталось, 4,5 тысячи детей, понимаете? То есть нет никакого... Вот они не могут ничего предложить, потому что они не способны ничего... То Они есть, не хотят ничего предлагать, потому что первое, что надо предлагать, это реальные мирные переговоры. Не анекдоты, а-ля я поручил Буданову, а потом появляется такой вкид интересный. Буданов ведет спецоперацию, какой-то американский эксперт, якого я первый раз услышал. Ведет спецоперацию, которая приведет к мирному договору. У меня вопрос. А Кирилл Алексеевич ее с какой гадалкой ведет? Дело в том, что, оказывается, супруга Кирилла Алексеевича, которая имеет на него большущее влияние, посещает гадалок, эзотериков. Ну, то есть все то же самое, только вид с другой стороны. Ну и браслетики на руке. Такое впечатление, что страна в заложниках у каких-то ведьмаков, гадалок и вообще нечистой силы. Я говорил когда-то, я себя гоголевским хомой чувствую, который в этом кругу очерченном стоит, а вокруг вий и вот эта вся нечисть лезет. Ну, кстати, Александр, я вот это сейчас очень внимательно слежу за Полтавской міськой радой, потому что они вчера Гоголя в оригинале читать запретили. Вы же в курсе, да? Это самое, говорят, вообще русскоязычный продукт нет. А у меня такое впечатление, что если человек, чиновник, запрещает, поднимает языковой вопрос, запрещает говорить там, либо одевает вышиванку, либо военную форму, жди, сейчас воровать будут или уже украли, понимаешь? Вот, ну, там пробы не на ком ставить в том Полтавском горсовете, понимаете? И тут они принимают на родине Гоголя такое решение. ну, это, конечно, как бы отдельная песня. Эта музыка может жить вечно, но вернемся к продолжению. То есть, давайте так. Вы категорически настаиваете на том, что подобные удары, если они будут иметь регулярный характер, регулярный, раз в неделю, раз в 10 дней, как там специалисты говорят, возникает вопрос, ну так заставит ли это, ну, как бы договариваться и быть сговорчивее Зеленского? Если нет, то почему? Нет.
Значит, общался с депутатами буквально вживую, притом действующими, в том числе членами фракции. Вот только вернулся со встреч «Слуги народа». На встрече с слугами своими Зеленский заявил, что план очень прост. Надо продержаться до осени. Осенью республиканцы потерпят катастрофическое поражение на выборах промежуточных в Конгресс и Сенат США. Демократы выделят денег, и мы как жахнем. А если Трамп будет мешать, то ему объявят импичмент. План такой себе, есть несколько нюансов. Ну, во-первых, не факт, что демократы выиграют, а люди наши гибнуть будут, пока там выборы, да, будут. Не факт, что демократы выиграют, потому что им на голову будут вот буквально скоро одевать нашу украинскую коррупцию и дружбу, и откаты, и Вову Кладбищенского, и все на свете. А во-вторых, ни одному президенту США импичмент объявлен нет. Один Никсон ушел добровольно во время этой процедуры. Добровольно. Я думаю, никто не поверит, что Трамп способен добровольно уйти от власти, понимая, что с ним сделать. Поэтому план такой себе, но есть нюансы. И самое главное, вот он рассчитывает ждать денег, после которых еще неизвестно, что дальше будет, до осени, когда придут демократы. А все это время сидите под цирконами, под ракетами, под... Вот эта женщина с детьми, которая в паркинге, которая погибла, а дети в больнице, это одного нашего коллеги кума, журналист. Это самое. Вот, он мне написал, говорит, представляешь, что такое, несчастье. И эти прилеты, и они будут увеличиваться. Мы стали полигоном. И не только для западных вооружений. Россия тоже испытывает вооружение. Война идет и испытывает. Новые цирконы усовершенствуют, другие вещи. А эти гуманоидов роботов видели, привезли. Вот давайте в уличных боях в Украине испытаем. Американцы. Вот. Страну превратили в полигон. Страну превратили в место разборок каких-то. Украинский интерес не защищает никаком ни в Верховном Совете, ни в правительстве, ни в офисе президента. Все бегают на поклон целовать ручки. Кто куда добежит. И клянчить бабки. И воровать, пилить. Вот и все. Они не думают. Тут вопрос в людях. Люди сейчас должны сказать свое твердое слово. Во-первых, мы видим нарастающее сопротивление действиям ТЦК. Бандитским действиям ТЦК. Люди сопротивляются, отбиваются, объединяются. Такие случаи становятся их больше, больше и больше. Вот людям надо объединяться. Вы посмотрите. Не нравится гражданский кодекс этим соросятам. Говорят, будем проводить гей-парады. Львов, Одесса, Киев, Харьков. Вовремя. Будем бороться. Однополые браки им не дают. А у меня вопрос. Я дико извиняюсь. Выходит, марш мира проводить нельзя. Акцию против коррупции проводить нельзя. А гей-парад можно. Потому что в офисе президента в
в ухах и дупах сидит ЛГБТ-пропаганда. Потому что они готовы что угодно внести в эту конституцию, в это законодательство, разрешить. Это тоже элемент уничтожения народа. Война уничтожает. ЛГБТ идеология уничтожает. К гадалкам не в церковь, не на литургию, а к гадалкам. А потом идут на службу Божию и якісь там делают манипуляции. Ну, честно, хамой себя ощущаю гоголевским, понимаете? Когда вокруг эти все зеленые гниды во главе с Вием Кладбищенским главным. Ну, страну просто жалко, дети у меня там, отец опять же и так далее. Потому что пишут там, говорят, Мосейчук в Вене рассуждает. Да, Мосейчук, может, и в Вене рассуждает. Но все жизненные интересы Мосейчука остались и находятся в Украине, а не в Вене. А они сидят в Киеве, зеленые гниды. Но жизненные их интересы в Оманах, в Майамах, где угодно по всему миру. Вы посмотрите, сколько недвижимости скуплено чиновниками за границей, работниками ТЦК за границей. Вот в чем разница. Смотрите, тут какой интересный момент по поводу ТЦК. Нам же все рассказывают о том, что вот, смотрите, смотрите, скоро-скоро, все скоро-скоро, новые правила. И вот случаи только за последние дни. Депутат Слуг Мазурашу рассказывает, гражданина вообще другой страны, да, это Германии, кажется. То есть он говорит, я вышел из гражданства Украины, приехал по немецкому паспорту к родственникам. Его загребли, скрутили и вперед, он сейчас в учебке. А какая разница? Нарисуют тебе военный билет, нарисуют тебе все, какой ты там гражданин, плевать. И все в шоке, понимаете? Может такое быть. А в Сарнах 61 год деду. Афганин. Его, мало того, что он афганец, его скрутили, бусифицировали, посмеивались, буцали его, потому что избили, понятно, и еще и подтрунивали, ты типа русский мир, ты афганец на него. И что? И, ну, вот так, понимаете? И ничего страшного, пригодишься. Это не просто террор, это, ну, какой-то... Ну, это просто какая-то фантасмагория доходит. Почему ловят условно там какого-то чужого гражданина, деда афганца? Почему? Да потому что не хватает народу. Им надо кого-нибудь оприходовать, засунуть, как в Кривом Рогу, вот в этот железный ящик на газельке. Теперь уже не бусики. Бусики не функционально. Бусики разбивают. Люди, которые отбивают, сами бусифицированно выбивают окна с бусика. Теперь в воронках возят. Теперь вот это не автозаки даже, автозаки и то комфортнее, понимаете? Это как свиней возили в селе. Я просто как бы знаю, как это делалось. И то там хоть бортовая была. Как вы думаете, вот эти обстрелы будут поводом для того, чтобы усилить эти процессы? Конечно, людей нету. Фронт проседает. Да, он не продвигается так быстро, но он не продвигается так быстро по другой абсолютно причине. Во-первых, не так уж и давят сами россияне, ну, мы не слышали, да, о штурмовых действиях. Во-вторых, если говорить про Краматорско-Славянскую конгломерацию, подошли туда, там оборонительные, то, что мы говорили не раз, оборонительные сооружения, плюс географическое расположение, высоты, ну, и явно мясом забрасывать не хотят. Ну, там где-то продвинулись, где-то пошли в охваты, где-то еще куда-то. А ставка сейчас на удары сделана правильно, ракетные, на излом. Усиление мобилизации. Так это не первый случай с иностранцем. Это вот когда бусификация только зарождалась, ну, еще не было, да, такой быстрой, оперативной и едет гражданин Израиля, ну,
Украинский еврей, который выехал там 20, ну, с чем-то лет, 30 лет назад, жил себе в Израиле, приезжал к родственникам, ну и приехал, естественно, война. Едет он в поезде на выезд. Его снимают, бусифицируют. Просто тогда еще не было такого, что сразу в часть на полигон завезли в ТЦК, пока в ТЦК там адвокаты, суды, ну, короче, как-то его откусали, ну, грубо говоря. Ну, это уже было. Теперь по афганцу, ну, это вообще на голову не на вас. Еще и Сарны, Ровенской области. Ви ж розказуєте, там, що УПА зродилась на Волині, ну и так далее, патриотизм, все. Что же вы делаете? Говорят, русский мир аванец. Так я вам скажу, вот пилот, из которого миф создали, да, помните, этот киевский призрак. Ну, это был реальный человек, из которого, с Василькова, пилот, из которого, ну, мифологизировали его действия и так далее. Так он тоже афганцем был. Тоже был ветераном. Тоже русский мир. Ну, если люди дебилы, ну, что я, понимаете, Ну, так надо учить, понимаете? кто Получается, что... попадает в ТЦК? Отбросы общества. Отбросы общества, которые либо служат тем, кто на кассе, и их используют, ну, потому что человек, у которого совесть есть, он... Смотрите, ТЦКшники, нынешние ТЦКшники, это полицаи времен Второй мировой войны, которые служили немецким оккупантам. Это, если говорим о Западной Украине, стрипки, которые служили НКВД. Если вспомнить голод, так вот это же такие ходили. Це ж не этот самый, не Сталин же с Москвы приехал. А вот такие вот ходили и отбирали хлеб по селам. Мне бабушка рассказывала, если нормальные в селе, да, эти биткомы, то они в селе голода не было. А если вот такие утырки, ну, как ТЦКшники, то отбирают до последней крохи. Ну, а потом москали выйдут. Ну, понимаете? Ну, то есть, в конце концов, вот эти мифологи наши, пропагандоны, они еще, когда поймут, что ненависть до ТЦК превалирует, ну, насколько, что вообще, они скажут, да, они на Москву работают. Понимаете? Они агенты. У них же столько что, это агент. Поэтому усиление будет. И сопротивление будет возрастать, и я не исключаю взрыва. Всем людям доброй воли надо объединяться, надо координироваться. Всем, вообще произошел водораздел. Неважно, кто на каком языке говорит. Неважно, кто ходит в какую церковь. Неважно, кто кого считает каким героем. Неважно, в Украине, не в Украине, водораздел прошел один. Либо ты за мир, либо ты условно партия мира. Либо ты за войну. И ты за мир. партия Все за войны. мир. Смотрите, А Зеленский, нет, Зеленский за мир. да не, ну мир. какой Зеленский? Зеленский вождь. Вождь этого племени войны. Ну какой он за мир? Ну, Александр, прекратите. Я понимаю, что вы так, как журналист под колочкой. Ну о каком мире говорит Зеленский? Если он срывал все мирные переговоры, какие были. Вы думаете, Киреева как собаку пристрелили в центре Киева, казнили фактически без ведома и не по приказу Вовы Кладбищенца? Нет, ну тут, смотрите, по моему мнению, опять-таки, это такое, это единственное,
Но опять-таки тут проблема в том, что я их пытаюсь понять какой-то логикой, какими-то понятиями. Зачем это нужно было? А затем, что были взяты некие обязательства по вот этой войнушке, которая тогда только началась. Обязательства были взяты. То есть, по всей видимости, вот эта вся история, она вот так вот яркой вспышкой прокатилась по всей стране, ударами, вот этим всем, и они, короче, договорились. Ну, то есть, они были готовы на все, чтобы это все закончилось. А говорил, ну, кто это делал? Киреев. И как бы нет человека, нет проблемы. И его убрали, потому что это было четкое принятие условий Москвы в самом начале войны. Ну, а потом мы понимаем, куда все зашло. Поэтому Ну, вот такая перепуганный история. Ермак звонил Козаку на второй день войны. Ну, российскому Козаку, не нашему. Звонил, что нам делать? Тот говорит, сдавайтесь. Этот самый. Мы знаем от людей, которые были 23-го, что Зеленский убеждал финансовую, промышленную элиту страны, богатейших людей страны, что нифига не будет. Ну, так а сейчас наши богатейшие люди страны. Он выходит, Ахметов. Смотрите, как соловьем поет. Видели интервью в «Гардиан»? Это же Конечно. просто. Это же песня какая-то. А его товарищ подручный по университетам шастает, шлемоносец Гераскевич, понимаете? Поймать никак не могу. То ж, говорит, заеду в Вену на дебаты к вам. Это самое. А у него какая бронь? Физкультурного Ну, отдела. услышите, я ж хочу Александра для чего? Мне тот Яроскевич 30 лет не нужен был. Просто создание мифа вот этих, на которые и Ренат Леонидович деньги дает, и другие. Я видел это интервью Александра, я вам скажу так. Первое. Я думаю, это антикризис. Это антикризис на историю с покупкой апартаментов в Монако, других покупок и тому подобное. Масло масляное, которое мы слышали от него, его спикеров, ну и тому подобное, ну на 90%. Вот что резануло ухо, ну на что я обратил внимание. Говорит, в России там врут, в России диктатура, в России то, а в Украине нет. Ренат Леонидович, а в Украине нет. Я, конечно, понимаю, что место сидения определяет многое. Я имею в виду не нахождение места, а в бизнесе. Но тогда лучше молчать. Потому что если видеть в России и не видеть в Украине, то оно как-то однобоко выходит. Игорь Владимирович, сейчас мы поговорим дальше там про перспективы вот этого всего. Это самый, наверное, главный вопрос, сколько это может продолжаться, может ли, и есть ли какие-то выходы сегодня, не тогда, во времена Киреева, потому что, ну, давайте Не, ну тоже. это уже история, но ее надо анализировать, конечно. Нет, ну так надо анализировать, и вообще, конечно, тоже интересно, да, там, это я там рассказывал когда-то в шуме, в позапрошлом, по-моему, о том, что попали мне, аналитика попала, причем такая какая-то, знаете, партнеры по НАТО, аналитики, не те, которые там чиновники, дали аналитикам, партнерам по НАТО, туркам, и проанализировали ядерные угрозы России. И так интересно было, слушайте, 25-26 числа они там пишут у себя, что готовился рейд в Крым в феврале 22 года. То есть, получается, вот эта вся история, как бы, и они четко сказали, если кто-то сунется, ну, то есть, будем бить. И началась вот эта так называемая СВО, которая может закончиться за сутки. Или, например, второй такой очень четкий сигнал, что будут бить ядерным оружием, это когда вот Макрон бегал с картами, когда, помните, контингенты четко сказали, под любым предлогом, контингенты НАТО, ядерный удар. Все. Ну, то есть, поэтому тут тоже интересно. Я хотел, чтобы мы пока далеко от украинцев не отошли. Это вот очень важный момент.
Значит, сейчас разворачивается в Украине очень серьезный скандал. Вот вы говорите, почему, что да как, там украинцы, еще какие-то. Очень многие сетуют на то, что разного рода публичные люди, ну там какие-то успешные там блогеры инстаграмные, всякие там красивые актеры, певцы, вот это все, да, вот это вот, то, на кого равняются всякие там люди, они не замечают ТЦК, да, и вот не замечают нарушений прав человека, они молчат в тряпочку. Сегодня наступила определенная расплата, да, за это. Есть в Украине такая криптоблогер, да, Катя Крипто. И она опубликовала у себя разнос просто Лачена, Джокера, разговоры опубликовала, аудио, где ей, на нее, короче, спустили всех собак и предлагают за 200 тысяч долларов откупиться. Ну, встречаться не хотят, ничего не боятся, ну, понятное дело, переводи, ты ж как Катя Крипто, переводи на крипту. Упоминались там и вы, потому что вы тоже поддержали разгон, что это Катя Крипто, блогер, которая учит торговать там на криптовалюте, она какая-то скамщица, в общем, обманщица, понимаете? Но то, что происходит сейчас с Лаченом, лизателем Банковой и всеми остальными, это, конечно, нечто. Так может, в этом-то и задача? В этом-то и, ну вот, в этом-то ЧТД, да, что и требовалось доказать. Все заткнулись, прогнулись под власть, а эта власть не просто беспределит, шантажирует, отнимает, перераспределяет, разрывает под четкой крышей Банковой. А люди молчали. Она этому Джокеру, рассказывают, 100 тысяч долларов заплатила, чтобы он заткнулся. Он заткнулся, передал ее, как бы, хейт этому Лачену, теперь Лачен, понимаете? Ну, мне, слава богу, никто не Так передавал. в том-то и вопрос, что многие посмотрели на эту историю, им показалось, что правда, давай распространять, а она выходит, а ее реально доят. Они доют. Смотрите, я расскажу эту историю. Эта история вообще замечательна. Не с Катей этой криптой. Это война. И зеленые гниды при власти, в спецслужбах, они создали прошарок людей, о которых до этого никто не слышал. Ну, кто слышал этого сладкую булочку Лачена, как его называют на Банковой? Или кто слышал Катю Крипту? Или кто слышал Джокера? Ну, он работал на Геннадия Олеговича Корбана, сидел там где-то в каком-то загашнике администратором. Я его не видел. Я довольно, бывал в Днепре в офисе в Корбана и не видел. Вот Кирюшу Тимошенко видел, а Кравца Рому не видел. Ну, понимаете, да? То есть, и создали этих людей, которые начали собирать фонды, читать лекции, гадалки, шмагалки, криптоблогеры, советы, куда вложить, как развести, завести, как кидануть и тому подобное. И возник целый системный бизнес. Целый системный бизнес. Какой? Выбирается, сопровождает, например, СБУ какое-то онлайн-казино. Они наезжают, публикуют компромат, который дали СБУшники. Бежит это казино к ним, говорит, возьмите 100, 200. Так само доили эту Катю. Она читала лекции. Скажите, дорогие зрители, как вы думаете, криптолог Катя, вы слышали криптоблога? Многие заработали со зрителей деньги после ее лекций. Это жаба Гадюкин. Одни разводят на крипторынке, вторые разводят, вымогают с них деньги и так далее. Это грязь. Это грязь.
Я это говорил и о Джокерах, и о Лаченах, и о Кате Крипте, и о многих других. Это все грязь. Это пена войны, которая наживается и проживает лучшую жизнь в то время, когда люди гибнут. Эти все лачены с 2 СБУшниками, охранниками, понимаете, ходят по киевских ресторанах и так далее, и так далее. Это просто информационные торпеды режима. Игорь Владимирович, ну, этим же живет страна. Ну, а что, ничего не работает. Ну, все это самое, все вот так. Тут же, Развести, намахать, кинуть друг ну, так друга. же И всё. видите, а как? Ну, вот такая А вы история. знаете, у меня очередь есть людей, это самое, которые обратились, что кто-то, ну, какие-то люди пообещали отмазать от ТСК, взяли 10-20 тысяч. И денег нет, родственник там, ну и так далее. Ну вот недавно забирают там человека, я точно знаю, что у него есть инвалидность. Забирают, я звоню, говорю, а можно его как-то забрать, там родственники, что-то поблагодарят. Говорят, 17 тысяч. Деньги вперед. Я говорю, не-не, это без меня, пожалуйста. Старлинки отключат поляки? Смотрите, ситуация с Польшей, ну, давайте изначально. А какой именно, ну, как минимум, с 3 УПА героев имел в виду Зеленский, когда присваивал название этой бригады? Той, которая была на Волыне, Клима Савура. Ну, так там действительно были передумовы, были, но было и преступление. Понимаете? Ну, то есть было. И ну, сказать, что не было, нельзя. Передумовы были к этому, но было и преступление. Тараса Бульбы-Боровца, Романа Шухевича. Ну, какое из УПА, понимаете? Это, ну, то есть человек вообще, ну, какими-то штампами, какими-то этими. Я вернулся вот сегодня с Кракова. Я общался с поляками, ну, в правоконсервативных кругах настроение резко антиукраинское. И связаны они не с УПА даже, не с этим. Это повод. Историческая память, на которой поляки любят вспоминать и так далее. Знаете, что главные причины? 2. Зеленский и Кидалова со стороны украинцев. Как кинули поляков? Ну, дважды. Во-первых, первый раз на зерне, когда оно должно было пройти транзитом, а основа правоконсервативного ПИСа, да, это фермеры. Оно должно было пройти транзитом, а наши ділки, барыги, как угодно назовите, вместе с польскими барыгами, ну, вместе, у барыг нету национальности, они скинули зерно в Польшу, обвалили рынок и нанесли большие убытки польским фермерам, после чего они сказали, вы вот этих украинцев тут защищаете, помогаете, они нас влупили, ну и так далее. А второй более глобальный случай. Второй случай это Зеленский. И я думаю, история с наградой, с Белым Орлом, высшей наградой Польши, как раз с этим и связана. Ну, мы все знаем, что Анджей Дуда, который представлял ПИС, и правительство Моровецкого, да, которое было в начале войны в Польше, они активно поддержали Украину. Не просто поддержали, а были, так сказать, закрыли все глаза на все исторические вопросы. Немцы
дергают Зеленского, друзья-глобалисты, и говорят, вы должны поддержать платформу обывательскую, Владимир Александрович, на выборах. То есть Туска, то есть людей леволибералов, ориентированных на глобалистов и так далее. Ну, что бы сказал меняемый человек на месте Вовы Кладбищенского? Он бы сказал, это не наши выборы, это страна наша сосед, мы в них точно не будем вмешиваться. Правильно? Ну, это же логически. Он вмешался. И вот теперь мы поедаем последствия. Буду вспоминать и Волынскую трагедию, и УПА, и до Хмельницкого дойду. И я не исключаю, надо не забывать. Польша и вести очень правильно политику. Польша в 2020 году украинцы спасли под командованием генерала Безручка Варшаву, держали за мосте. Им за это благодарны. Они похоронены на кладбище православном в Варшаве. Туда каждый год, в день Варшавской битвы, приезжает президент, премьер, глава Сейма, мэр Варшавы. Ну, вне зависимости от какой, ну, они партии, они... Но после Варшавской битвы был Рижский мир, в результате которого Украину разделили с Советской Россией. И этого забывать никогда нельзя. Вот это вот звоночки вот эти, 30 раз подумать надо перед тем, как использовать и вытаскивать исторически спорные вопросы, особенно с Польшей. Я бы вообще не поднимал их. Мы говорили уже об этом. Пускай историки занимаются. И меньше лезть во внутренние дела. Вот я наблюдаю сейчас то же самое с Арменией. Вы же видите? Ну, он лезет, навязывает Армении свою точку зрения. Завтра там изберут другое правительство. Оно не будет лояльным 100% там промосковским. Оно будет проармянским. Но ты же поддерживал, ну, этого парня. Значит, твоя страна, мы потеряли опять. Ну, понимаете, да? То есть, ну, сколько можно танцевать 7:40 или гопак, что они там танцуют, не знаю, на граблях международных. Поляки, словаки, венгры, теперь Армения. Остановитесь, Владимир Александрович, мы скоро самой маленькой страны в союзниках не будем иметь. Украинских мужчин повыгоняют из Европы? Нет. Сейчас идет дискуссия о том, что новые дискуссия не будет. давать. Поляки говорят за, мы за то, чтобы не давать новые, потому что последние дни, последние вот эти недели, последнее время новые украинцы, которые там оказываются за границей и просят этот статус временной защиты, который, безусловно, продлят. Там до марта 27 года уже продлили, и потом до 28 продлят. Это как бы 100%. Но тут вопрос, брать или не брать призывного возраста? Смотрите, я думаю, что на уровне Европейского Союза, всего Европейского Союза, такое решение не будет. По отдельным странам может быть. По этому самому... Смотрите, Польша, тут же надо смотреть и на польский интерес. Им мужчины наши, по большому счету, сильно не нужны. А ассимилировать женщин и, будем даже грубо говорить, оплодотворить, так у них поляки для этого есть. А так как народы близки, ну, дальше сами делайте выводы. Да, значит, друзья, давайте подведем итоги нашего голосования, перейдем к вопросам для Игоря Владимировича. Вопросов много на самом деле. Итак, из-за кого война продолжается в большей мере? 3% из-за Путина, 4% из-за Трампа,
45% из-за Карла и еврочиновников, и 49% Зеленский. И вот все-таки небольшой перевес, но все-таки у Зеленского аудитория, которая смотрит наш прямой эфир, вот так проголосовала. Солидарно с вами. Спасибо, друзья, потому что это очевидно есть, так что если бы Зеленский был проукраинским политиком, то война бы закончилась в 22. Она бы не началась. Вот что самое главное. Она бы не началась. На догоду Карлом, Шмарлом, фон дер Ляйном, Макрошем и всем остальным. Так, поехали. Режим Блиц, вопросы для Мосейчука. Начнем с клуба зрителей и даже не совсем вопроса. Добрый вечер. Я просто хочу выразить уважение Мосейчуку после его слов, что дети и жизненные интересы у него в Украине. Я, будучи за границей, детей все еще учу в украинской школе, нанимаю репетиторов, желаю дальше развивать свою жизнь дома. И меня поражают политики, которые учат любить Украину, а детей и жилье пристраивают за границей. Спасибо вам. Смотрите, мои дети сделали осознанный выбор. Осознанный, они взрослые. Сын офицер вооруженных сил Украины, дочь студентка, сейчас диплом защищает. Единственный вопрос в том, что журналистика, она по стопам отца идет в Украине, ну как-то. Да, надо нормальную профессию, я согласен. Да. Так, значит, поехали. Следующий вопрос. Анна задает. Игорь Владимирович, аналитики, логика и даже искусственный интеллект рисуют Зеленскому сплошные плохие сценарии. Лично для него. Он тоже не дурачок. На одной чаше весов он смотрит на редиску снизу, а на другой он все еще потужно прячет миллиарды. Конечно, он будет держаться за войну, это его жизнь. На ваш взгляд, какой хороший вариант для Зеленского существует? Что бы вы ему посоветовали по-хорошему? Ну, по-хорошему, я бы ему посоветовал создать реальный, не парламентский, а реальный кабинет. Этого не будет, это фантастика от Мосейчука. Кабинет национального единства, где превалировала бы партия все-таки мира, а не вот эти двуличные, которые говорят мы за мир, как и он, а сами под маской оскал войны, ну, прячут. И вышел бы на трибуну и сказал бы: я устал, я ухожу. Беру Шанель, иду домой. И парламент доручил бы этому правительству провести переговоры и остановить, ну, войну. Вот где-то так. Это фантастический вариант, я в него не верю, он этого делать не будет, и это все будет еще продолжаться очень и очень, к сожалению, долго, пока либо не произойдет катастрофа, либо не проснется наш народ, и, как я там рассказывал, принесут кусок сала для того, чтобы кого-то на кол посадить. Сообщество YouTube, Тони Шибаев задает вопрос. Игорь Владимирович, объясните, пожалуйста, зачем надо было Деркачу проводить сложную спецоперацию, расставляя своих людей в Укрэнерго, если можно взять в архиве Минэнерго Российской Федерации какой-нибудь план электрификации Украинской ССР и там спокойно посмотреть, что в какой последовательности надо бомбить. Прошу прощения, если вопрос глупый. Нет, вопрос не глупый. Смотрите, двушечку на Москву тоже никто не отменял. Раз. То есть совместить приятное с полезным. Второе, когда люди на месте понимают операционно, архив не понимает, как функционирует. Если кто-то думает, что это механическая энергосистема, и она механически функционирует. Нет. Это организм даже в хорошее время, не о военном, это организм довольно
живой, потому что там что-то сгорело, там перегорело, там переизбыток электроэнергии этой, не хватает этих потоков. Ну, то есть это операционная деятельность. И расставить своих людей на операционную деятельность, это понимать, как ее максимально ослабить и загнать в ноль. Мгм. Следующий вопрос. Значит, добрый день, Денис задает. Уважаемый Игорь Владимирович, в США не устали смотреть на беспредел в отношении наших политзаключенных? Что говорят ваши данные? Собираются ли они что-то предпринимать? Например, тот же Дубинский не осужден, переведен в колонию. Множество священников подвергаются преследованиям. Смотрите, да, действительно, перевод Дубинского незаконен, но он и не в колонии, для него там в колонии отдельную камеру оборудовали. Это цель, чтобы он меньше говорил. Ну, то есть закрыть рот. Его поместили туда. Что говорят по поводу заключенных? Ну, я скажу так, что буквально несколько наших депутатов общались с представителями буквально администрации Соединенных Штатов, именно администрации Трампа, и говорят, вы видите, вы же не понимаете, Соросята переназвали свои программы, получают финансирование. Нас, тех, кто поддерживал того же Трампа, ради мира, ради того, чтобы вернуть субъектность стране, ну, вы все помните это. Кого в тюрьму, на кого уголовное дело, кому подозру, кто в эмиграцию убежать должен. Говорит, и все надеялись, что придет администрация Трампа и остановит вот это нашествие этой соросовской саранчи и национал-предателей на нашу страну. Но ничего не произошло. Ну, послушали. Говорят, мы попытаемся донести до администрации. У меня последнее мнение по этому вопросу. Расплескали, наверное. Пока несли, расплескали. Да, но у меня последняя, ну, так, искра надежды, да, на то, что во время избирательной кампании промежуточных выборов в Конгресс будет серьезно поднят украинский вопрос. Если этого не произойдет, то вообще надо покладаться исключительно на собственные силы. Потому что мы ждем спасения то от Трампа, то еще от кого-то, то еще от кого-то. Олег, два вопроса Игорю Владимировичу. Первый, ну давайте по порядку. Буданов вчера заявил о том, что Зеленский поручил закончить войну до конца года, правда не уточнил, каким путем, победа или капитуляция. Как вы считаете, это белый шум или лицемерие перед возможным визитом Уиткофа и Кушнера? Ну, я думаю, что визита еще надо дождаться. Мы ни от одного американца об этом визите ничего не слышим. А наши наговорить могут 3 мешка брехни, как говорят. Это раз. Второе. Доручил Буданову – это точно шум. Вот прекратите все. Вот сейчас Буданов мифолизируется, с него создают какой-то образ там и так далее. Сидит человек, который имеет одного помощника в офисе президента. Все другие люди не его и слушают только Зеленского. Сидит человек, чья жена, как Ермак, обращается к гадалкам, ко всем, чтобы узнать, что Кириллу Алексеевичу делать. И ему доручают провести там переговоры. А параллельно разгоняется, я извиняюсь, хрень собачья по СМИ. Какой-то эксперт, которого я никогда не слышал, американский, говорит, секретная операция, секретная миссия по принуждению к переговорам России. Даже комментировать нечего. Какой второй там вопрос? Сырский недавно заявил об освобождении 500 квадратных километров территории Украины. Если в ближайшее время состоится обмен телами, до сих пор огромное соотношение явно будет не в пользу
соотношение не в пользу Украины сократится и покажет правдивость его слов или нет. Ну, еще тут пишут о том, что по поводу Буданова, о том, что со всеми будут разбираться после войны, но ничего же не препятствовало в судебном порядке жестко наказать мародеров на войне, которых вагон маленькая тележка. Вы считаете, это попытка дать обществу опять выпустить пар через свисток, и Буданов окончательно принял правила игры Зеленского? Он их изначально принял, когда согласился идти на эту должность. По поводу Сырского 500 квадратных километров и так далее. Во-первых, я плюс-минус доверяю Deep State, они подтверждения 500 километров не давали. Раз. Второе. Сырский уже освобождал у нас во снах многое. Два. Третье. Соотношение погибших как было, так и будет для Украины катастрофическим. 3. Потому что у нас еще и тела не забирают часто рус. И четвертый момент в том, что да, война сейчас на линии фронта такая, тяни толкай. Туда-сюда, ну это сам. Но я говорил и говорю. Их 100, нас 10. Условные цифры. Но 10 же быстрее кончатся, чем 100. Даже если 1 к 1. Что касается Буданова, его этого пиаростического дневника, я скажу так. Смотрите, я не прекращаю заниматься расследованием. Поймал за хобот на коррупции, на мародерстве депутата Верховного Совета от группы «Довіра» Сергея Лабазюка. Он там ПТУшников, землю ПТУ берет, сажает свой табак, у него контрафактное производство табачных изделий есть, а табак обрезают ученики ПТУ. Ну, практику проходят, понимаете? Написал заяву. Потом земли Академии наук также используются. Написал заяву. А заявы сливаются нафиг. Вот посмотрите, Анатолий Гунько, нардепу, да, которого провел Полищук, ну, парламент, ему 7 лет. За Академию наук, за земли, за то, за что Лабазюку ничего. Спустили вниз. А Буданов видит это все. Буданов это все знает, понимаете? И все. Семейные подряды, воровство. Я еще раз говорю, у меня сейчас идет расследование, я не знаю, Александр, я не знаю, как это поместить, людям рассказать, ну и чтобы правильно. Смотрите. Проводили, там искали концы одного предпринимателя, который занимается дропами. Ну, списывают налоги. Сделали контрольную закупку, взяли чек. По чеку вычислили ФОПа, вбили в систему и охренели. А охренели потому, что на один телефон и на один email зарегистрировано больше 1300 ФОПов. Это означает, что их обслуживают одни юристы, одни бухгалтера ведут, налоговики какие-то сопровождают. Значит, 2 интереснейших момента. ФОПы и ФОПы. 3 даже. Первое. Они выигрывают по местным советам. Мариупольский, Покровский, Хмельницкий, той самый Львов. Сумасшедшая сумма на тендерах. Один выиграл 285 торгов на 320 миллиарда гривен. И потом по этой же сетке раскидывался. А там, кроме всего, нашли одно предприятие. Александр, я когда прочитал, я и котка чуть не напал. Киевская школа экономики.
с Миловановым. То есть, вдумайтесь, люди воруют деньги, цветы в Покровске садят, в оккупированном. Стоматкабинеты в Мариуполе открывают, понимаете? Воруют все и вся. Загоняют на ботаферму ФОПов, переваривают это, выгоняют, загоняют в школу, Киевскую школу экономики Милованов, и оттуда министрам доплаты делают за якобы прочитанные уроки. Ну, не может страна функционировать так. Не может. Да, следующий вопрос. После ночных прилетов по Киеву утром СБУ перекрыла улицы возле аэропорта Жуляны, пишет Оксана, куда вскоре после этого была направлена еще ракета «Циркон». Это уже днем. Что вам известно об этой цели и вообще что скажете об этом? Явно было размещено какое-то производство, либо с шахедами связанное, либо с другим военным оборудованием. Ну, хотя я вам скажу, вот Зеленский сегодня плачется и рассказывает, готовятся удары по ракетным разработкам, заводам и так далее. Друзья, я думаю, знаете что? Я думаю, что звездит. Звездит он, и у него очень меркантильная цель. Очень меркантильная цель, Александр. Сейчас кратко скажу, что я по этому поводу думаю. Значит, он рассказывает, что он берет деньги под создание ракетных программ у европейцев. Никто никаких программ не создает. Все, кто работают в оружейном секторе, в том числе с Европейским Союзом, украинцы, производство строят за границей. Они не строят их в Украине. И когда немцы говорят, покупайте на наши деньги вот это, то эти фирмы у них и зарегистрированы. И деньги даже страну не покидают. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что набрали под ракетные программы денег. Никаких ракетных программ не создали. Теперь он, Вова Кладбищенский, рыдает, говорит, будут бить по ракетным производством. Сейчас ударят, оцепят СБУ, составят акты, расскажут так называемым западным партнерам, ой, горенько, уничтожили ракетное производство, дайте денег еще. Да. Так поэтому ему и невыгодно, чтобы переносили все производства на Запад. Конечно. Денег не дадут. Ну Надо да. в Украине, чтобы были вот эти товарищи. Так, новый патриарх УПЦ КП Никодим оказался не из робкого десятка, принимает под свою юрисдикцию прихода из Европы, даже из Африки. Назначает викариатство. Масейчук будет помогать поддерживать, возрождать структуру покойного Филарета или пока в сторонке? Спрашивает пользователь. Смотрите, для меня то, что произошло, это даже вещь, которая некомментируемая. Я глубоко и тяжело переживаю это. Я приму какое-то решение, обязательно это сообщу всем. По поводу приходов за границей, так я вам скажу. Все очень просто. Кастрированный Томас, который приволок Петр Алексеевич Порошенко, не позволяет ПЦУ открывать за границей приходы. И поэтому эти приходы идут к Никодиму, которого считает ПЦУ этим самым Растригой и так далее. Угу. Следующий вопрос. Игорь когда-то на канале News One чуть не подрался с Шуфричем, а теперь-то вы получается, в одной лодке? Не, я на канале News One не дрался с Шуфричем, вы его с кем-то путаете. Это я на канале News One между рог Лещенку своей тростью заехал.
Вот. Лещенко, но не Льву. Это важно. Не-не. Сирожа, что не рожа, бородатой женщине, что не рожа, то сирожа. Этот самый, с Шуфричем у меня была драка в этом самом, в парламенте в 2014 году. Есть даже фото, я там попал чуть-чуть Нестору Ивановичу. Значит, ну, после этого мы как бы общались. Я скажу тут не об одной лодке. Нестор Иванович в тяжелом положении, он под домашним арестом. Давайте, я скажу так, я общался с ним, но давайте он выйдет сам публично и расскажет все, что посчитает нужным. Мгм. Никому не названный историк Вадим Аникевич предложил список тех, кого следует перезахоронить в так называемом пантеоне героев. В него включили князя Владимира Великого, Ярослава Мудрого, митрополита Петра Могилу, но поражает цинизмом предложение захоронить и мощи преподобных богоносных отцов Антония Феодосия Печерских. Украина что, выпрашивает все казни египетские в своем безумии? Послушайте, давайте первое, не обращать внимания на сумасшедших, потому что среди историков, известных и неизвестных, случаются сумасшедшие, которые несут откровенную хрень. Преподобные отцы Киево-Печерские будут находиться всегда в Киевской лавре. Если произойдет что-то другое, это будет катастрофой для Киева. Смотрите, я приведу два примера. Первый раз перетряхивали кости и случилась Куреневская трагедия. Второй раз вот мы наблюдаем, как ракеты уничтожают Киев. Дима, добрый день, Александр. Давно не писал, прошу прощения, что длинный вопрос, постараюсь как можно короче. Ваш гость на протяжении нескольких лет из эфира в эфир повторяет концепцию моратория на исторические вопросы. И теоретически идея хорошая, но я считаю эту позицию слабой и даже вредной. Объясню почему. Вы говорите про мораторий на уже выжженном поле. Давайте сначала вернем, как было. Я прекрасно понимаю, что уже не получится. Я буквально вчера проехал мимо пустого постамента, на котором был Ломоносов. Чуть дальше Стелла, Т-34. Я понимаю, что кто-то боится Ленина, Сталина, Кирова, хотя я бы хотел памятники и им, и улицы, названные в честь них в своем городе. Но люди в своем безумстве улицу Титова и проспект Гагарина переименовывают. Я этого понять не могу. И поэтому, когда вы говорите о моратории, очень интересно, очень приятно, очень вкусно, но это не работает и выглядит, вы как все хорошее против всего плохого. Вопросы Нет. здесь больше реакция на ваши слова. Благодарю за возможность высказаться и за ответ. Смотрите, я с вами не согласен. Я считаю, что государство должно ввести мораторий и уйти с вопроса исторической памяти, отдав это общинам, не навязывая это общинам. Я повторял тоже из эфира в эфире, повторюсь сейчас, что для меня совершенно очевидно, что для жителей Сум, Полтавы, Чернигова, Днепра и так далее Сидор Артемович Колпак всегда будет героем. Для меня также очевидно, что для жителей Луцка, Ровно, большинства жителей Львова, Франковска, Тернополя Роман Шухевич будет героем. И мы должны с этим жить. А для того, чтобы не выясняли, кто больше герой или кто герой, кто не герой, надо снять, ввести мораторий и снять с публичного обсуждения этот вопрос и вопросы все остальные, которые разделяют общество. Вот и все. Так, Лина Строилова, вопрос. Закрытие данных и самого факта СЗЧ. Что это, как не гражданское неповиновение народа, не имеющего доступа к микрофону? Акции будут нарастать. Они сделали ноги за пределы Украины. А другие ухиляются. И одни, и другие, получается, голосуют ногами. Я благодарен народным депутатам этим со слуг народа
которые решили скласти реестр ухилянтов. Будущей партии выбора мира, вернее, если дойдет до выборов, им очень легко с этой базой работать. Это полностью, там некоторые мне уже звонили, говорят, мою партию ухилянтов создать. Ну что, реестры есть. Почему, собственно, и партию не начать? Так, чат трансляции. Давайте заглянем вот сюда. Так. Вот такие вот вопросы. Мы видим. Это не свежее, да, это вот так. Так, в общем, участие Украины будет своя история, получается. Вы, бедные дети, вы их всех запутаете, пишет вам Лариса. Нет, мы их не запутаем. Тот, кто захочет, изучит историю и с одной, и с другой стороны. Но если мы будем навязывать на западные колпака, а на востоке и юге Шухевича, то никогда ничем добрым это не закончится. Тогда мы разорвем просто страну. Так, вопрос от Кристины. В Греции украинский миллиардер купил птицефабрику 70% за 200 миллионов. Фамилию не пишут. Почему? Юрий Косюк. Так, а почему фамилию не пишут? Юрий Косюк, Миронівський хлебопродукт, корпорация, выводит деньги, размещает бизнес в Греции, в Словакии. В Словакии его там посол очень сильно поддерживает. Он там завозят, короче, с Украины завозят продукцию, контрабандой по-разному завозят. Перепаковывают и продают на европейский рынок, как выращенные в Словакии. Ну, у него там фабрика есть, у Косюка тоже. Вот и все. Это, кстати, свидетельство о том, что с Украины не только люди бегут, а и деньги миллиардеры выводят. Так, тут спрашивают, будет ли шум у меня. Завтра будет шум, друзья, сегодня не будет. Есть там технические определенные сложности, хотя вот сейчас, видите, с Игорем Владимировичем беседуем, все в принципе хорошо. Но вот предыдущий эфир, как бы вот по поводу предыдущего эфира, кому там некомфортно было смотреть на вот это немое кино, ну, имеется в виду, звук-то было, немое кино, будет перезалив, поэтому я сегодня перезалью вот этот эфир, ну, чтобы было для удобства. Хотя, в принципе, все и так понятно, но тем не менее. Ирина Коваленко, спонсор канала, кстати, спрашивает. Игорь Владимирович, вы не жалеете или жалеете про свое участие в АТО? Расскажите про это, очень интересно, лично от вас услышать, а не слухи какие-то. Смотрите, значит, лично от меня. Я жалею, что в 2014 году власть сначала партии регионов допустила противостояние в Киеве, которое вылилось в кровопролитие, которое перекинулось на Донбасс. Масса есть вариантов, почему это произошло. Это целый эфир можно обсуждать, говорить с очевидцами тех событий, кто проявил слабость, кто не пошел на компромисс, кто пошел на компромисс, но по-другому, ну и так далее, и так далее. Архитектор этих всех событий сидит сейчас в украинском парламенте, нажимает кнопочку, голосует за продление военного положения, за все инициативы зеленой власти, вхож на Банкову, влияет на принятие решений. Это, кстати, депутат от оппозиционной партии «За жизнь», от ОПЗЖ, Сергей Левочкин. Ну, на всякий случай, так, чтобы это самое, чтобы люди не забыли. Когда это все началось, мы действительно поехали на Донбасс. Сейчас разгоняется масса версий, что я был в Айдаре, на Луганщине, мародерством занимался, приблизительно как Катя Крипта там, рассказывает, что.
Значит, это все не соответствует абсолютно действительности. Жалею ли я, что я попал на Донбасс? Нет. Я никого не убил, я никого не ограбил, но я узнал этот край и этих людей. И я вам честно скажу, у меня сейчас есть очень близкие друзья с Донбасса. Очень близкие друзья есть с Донбасса, с которыми я время от времени там встречаюсь, отдыхаю вместе, с семьями мы дружим. Поэтому для меня так сложилось. Я не принимал участия долго в АТО по причине того, что я ушел в политику. Знаю все о событиях, связанных с АТО в Мариуполе. Принимал участие в безболезненном, безжертвенном, освобождении, Мариуполя. Там не погиб фактически никто. Так где-то. Так, значит, вот такой вопрос. Добрый вечер. Какое-то время назад у Мосейчука был заочный конфликт с Чепушилой Притурлой. Чем все закончилось? А у мене з цим Чепушилою зараз конфлікт. Ничем не Ну, закончилось? я пишу заявление на него регулярно и складирую. Друзья, я веду 3 вида деятельности. Те, которые публичные. Публично, информационно, как журналист работаю, провожу журналистские расследования и юридически подаю заявления и складываю в разные папочки. Возбужденные дела, и эпизоды все. Вот по Притуле потому что у него насколько глубоко в зеленой заднице язык застрял, что его оттуда никто не оторвет и, естественно, не посадит. Но смотрите, когда этот черт, иначе его назвать нельзя, выкладывает фотографию детей с лицея и рассказывают, что они собирают дроны там-то, там-то и там-то, и вот это вот будет происходить, то я, честно говоря, один раз он показывал в Национальном авиационном университете, туда прилет был, дроны. Теперь он детей показывает. Это он просит ударьте по нам или как? Поэтому, это черт Чепушила и вообще это человек, которого надо... Хай идет на сцену. Если кто-то готов платить 3 рубля, чтобы смотреть этого черта, пожалуйста, я не дам ни гривни, ни копейки. Вопрос. Если бы вы вдруг оказались на месте Путина, какими путями пошли бы на сделку и договор с Зеленским? Спасибо. Я, честно говоря, думаю, что у них есть какая-то договоренность. Сколько зла, сколько несчастья, сколько разрушений, сколько действий в пользу России сделал Зеленский, что я прямо иногда, мне кажется, проснусь, а он идет по колонному залу получать звание Героя России. Так, тут Елена пишет, что вот, который раз Шелест не задал мои вопросы про Кадырова. Не видел, честно, в чате или где-то еще. Но мы с Игорем Владимировичем раз в неделю общаемся. Я просто помню, что что-то подобное было, и уже были такие вопросы именно по этой теме. Поэтому это не серчайте, не потому что что-то где-то у нас порой честно жить не хочет. Это по другому поводу, так уж получается. Значит, Игорь, скажите, солдаты, вернувшись с поражением, будут мстить? Как вы собираетесь справляться с этим, если полиция боится ВСУ с нуля? И закон об оружии тут уже никому не поможет. Смотрите, надо жесткие правила, жесткое законодательство и действительно подготовленная полиция. Нам с этим жить уже никуда никто не денет.
И, кстати, не только нам. Эта проблема и в России будет. Масса людей, прошедшая через фронт. Ну, часть адаптируется, будет жить, часть будет жить войной. Поэтому я и предлагал создание частных военных компаний, которые, ну, разрешить создание частных военных компаний, которые будут этих людей брать на работу, отвечать за их поведение. Они будут в третьих странах зарабатывать деньги где-то, охраняя что-то или какую-то другую деятельность ведя. Так, значит, значит, что такого сделал Зеленский, чтобы его ждала награда от России? Марат спрашивает. Развалил в хлам Украину, уничтожил. 25% территории благодаря ему России отошло. Вы что? Что такого сделал Зеленский? 1 000 000 украинцев на тот свет отправил. 4 региона в Конституцию Российской Федерации при нем внесены. Что такое сделал Зеленский? Нифига себе. Александр, спросите у Мосейчука, вот он говорит, что страну превратили в полигон. Спросите, не он ли был зачинщиком этого превращения? Я помню хорошо его деятельность во время Майдана. Я хочу спросить, как вы... Я был на Майдане, да? Ну, вы, наверное, плохо мою биографию знаете. Дело в том, что Мосейчук на Майдане первый раз появился 24 февраля 2014 года, когда Майдан уже закончился. Я не был там просто, физически не мог быть. Поэтому Мосейчук стрелял в Дом профсоюза в Одессе. Мосейчук на Майдане. Мосейчук мародерил на Луганщине. Друзья, это закидывают зеленые гниды, их приспешники, либо какие-то завистники. Да и все. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на нашем эфире. Очень благодарен всем за ваше внимание. И, пожалуйста, не забудьте лайк поставить. Времена сложные нынче, понимаем, но будем, конечно же, стремиться максимально, насколько это возможно, там, взвешенно и объективно обсуждать вот эти вещи. Игорь Владимирович, спасибо за время и мысли. Спасибо вам, Александр, спасибо нашим зрителям. Друзья, с вас лайк, репост, комментарий, обязательно подписка на канал Александра Шелеста. Если есть возможность, задонатьте или станьте спонсором его канала. И будет вам счастье, и будет всем нам мир, и будем жить, друзья. Добра и света, несмотря